Она правила Россией более 3 десятилетий, расширяя ее границы и делая ее одним из самых могущественных игроков в мировой политике. Но именно эта сила с тех пор сделала Екатерину Великой жертвой печально известных женоненавистнических мифов. Нимфомания, зоофилия, вуайеризм и даже любовь к эротической мебели было мало тем сексуальных отклонений, которые не были бы придуманы об императрице России. Историки описывают Екатерину как имевшую много любовников, однако в период с 1752 года по 1796, то есть в течение 44 лет, Кейтрин была вовлечена лишь в 12 романтических отношений, большинство из которых длились более 2 лет каждое. Вряд ли это те цифры, которые можно было бы ожидать от неистового сексуального маньяка. Подобно английской королеве Елизаветы I, Екатерина понимала, что выйти замуж означает отказаться от своей власти, и поэтому вместо этого выбрала партнеров, с которыми у нее были обычно хорошие рабочие отношения. А может, стоит попробовать вас обольстить? Можете остаться на ночь. Будете спать на кушетке. Первый брак Екатерины Великой был неудачным. Ее брак по договоренности с мужем, будущим царем Петром III, с самого начала был неудачен. К 1752 году, через 10 лет после замужества, Екатерина уже нашла альтернативного любовника Сергея Салтыкова. А вскоре после этого она встретила Салтыкова-Понятовского, от которого у нее родилась дочь, и которого она позже назначила королем Польши, тем самым укрепив позиции России в Европе с помощью верного вассала. После свержения своего мужа Петра III в результате государственного переворота в июле 1762 года Екатерина была коронована императрицей России. Она никогда больше не выйдет замуж и вместо этого заведет любовников, которых продвинет на ключевые посты в российском правительстве. Ключевым участником переворота был Григорий Орлов, с которым у нее должен был родиться сын, пока она еще была замужем. Когда в августе 1772 года Орлов покинул двор, Екатерина завела другого любовника, Александра Васильчикова. Но эти отношения длились недолго. Васильчикова в 1774 году сменил Григорий Потемкин, который стал долгосрочным фактическим супругом Екатерины. Об этой смене партнеров Кейтрин написала подруге: «Почему ты упрекаешь меня в том, что я отвергаю благонамеренного, но чрезвычайно скучного буржуа в пользу одного из величайших, самых комичных и забавных персонажей этого железного века?» Даже после того, как их отношения закончились примерно в 1776 году, Потемкин оставался ее любимым министром, заслужив титул «Принц Священной Римской империи». И в течение следующих 20 лет у Кейтрин было еще 7 романтических отношений, хотя обычно это происходило с гораздо более молодыми мужчинами. Мало что указывает на какие-либо ненасытные сексуальные аппетиты. Так откуда же берутся легенды о Кейтрин? Клеопатра, Анна Болейн также были мишенями. Следует понимать, что все женщины, которые обладали политической властью, подвергались обвинениям в сексуальных отклонениях или ненасытности. Говорили, что Клеопатра предлагала мужчинам провести с ней ночь любви ценой их жизни. А Анну Болейн ложно обвинили в связях с 5 разными мужчинами, включая инцест с ее братом. И Екатерину Медичи изображали коварной госпожой гарема соблазнительных фрейлин, которым она приказывала соблазнять дворян, и обвиняли в том, что она нанимала проституток для своих сыновей. А вот Елизавета I для того, чтобы избежать подобных инсинуаций, должна была представлять себя столь же неправдоподобной королевой-девственницей.